Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 9 июня. Поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день по народным приметам. Обязательно оставайтесь с нами и просмотрите это видео от начала до конца. Итак, друзья, 9 июня православная церковь почитает память святой девы Феодоры и воина Дидима, которые пострадали за Христа в период гонения на христиан при императоре Диоклетиане, правившим с 284 по 305 годы. История их мученичества вдохновляет и учит нас с вами стойкости и вере. Святая Феодора проживала в Александрии и в своей молодости решила посвятить жизнь Богу, приняв обет девственности. Во времена правления Диоклетиана христиане подвергались жестоким гонениям. Феодора была вызвана на суд перед правителем города Евстратием. Она без страха исповедовала себя христианкой и заявила, что решила остаться девственницей, посвятив свою жизнь служению Богу. Евстратий, видя ее решимость, отправил ее на 3 дня в темницу, надеясь, что она изменит свое решение. Однако через 3 дня, когда Феодору вновь привели на суд, она осталась твердой в своей вере. В наказание Евстратий приказал отправить ее в блудный дом, где развратные мужчины должны были надругаться над ней. В то время, когда Феодору привели в блудный дом, там началась ссора среди развратников, решавших, кто первый войдет к ней. В этот момент в блудный дом вошел воин Дидим, который также был христианином. Дидим, вдохновленный своей верой и чувством справедливости, разогнал испуганных мужчин и спас святую Феодору, передав ей свою военную одежду, чтобы она могла скрыться. Этот героический поступок не остался незамеченным. Дидим был арестован и приведен на суд. Он признался в содеянном и также исповедовал себя христианином. За этот поступок Дидиму вынесли смертельный приговор. На место казни пришла Феодора и пожелала умереть вместе с ним. Владыка их милосердия не оставил своих верных. Первыми обезглавили святую деву, а затем и воина Дидима. Тела мучеников были сожжены, чтобы лишить их христиан погребения. Подвиг Феодоры и Дидима свидетельствует о силе веры и любви к Богу, которая преодолевает все страхи и трудности. Их история вдохновляет верующих на духовный подвиг, напоминает о важности стойкости, вере и преданности Христу. Феодора и Дидим олицетворяют веру, готовые жертвовать всем ради Бога. Их пример учит нас тому, что даже в самые темные времена можно найти свет, который ведет к спасению. Вера, пронесенная через страдания и испытания, становится еще крепче и сильнее. Православная церковь чтит память святых мучеников 9 июня. В этот день верующие вспоминают подвиг Феодоры и Дидима, молятся им о помощи и заступничестве перед Богом. Их история служит напоминанием о важности христианских добродетелей, таких как вера, смелость и самопожертвование. Святые Феодора и Дидим напоминают нам о том, что настоящая вера не знает страха и не отступает перед испытаниями. Их пример учит нас, что за веру и правду стоит бороться до конца, не боясь смерти и страданий, ведь в Боге мы находим вечную жизнь и спасение. 9 июня в народном календаре отмечается Федорин день. Стариной этот день был окружен множеством традиций и запретов, которые касались в основном женщин. Главными из них были запреты на болтовню и наведение порядка в доме. Эти традиции, на первый взгляд, странные, имели глубокий смысл и отражали народные верования и уважение к домашним духам.
И 9 июня в народном календаре день святой мученицы Феодоры. Наши предки говорили: «На Федору не метут из избы ссору», которая отражала одно из главных запретов этого дня. В старину мусор из дома в этот день не выносили, чтобы не обидеть домового и не принести в дом беду. Наши предки имели особое отношение к мусору и существовали строгие правила обращения с ним. Считалось, что в определенные дни или при определенных обстоятельствах выносить мусор из избы строго-настрого было запрещено. Эти правила были продиктованы верой в домовых и других домашних духов, которые могли обидеться и принести несчастье. Считалось, что Федора на язык колючая. Это значило, что святая Феодора по народным поверьям стремится узнать о плохом и быстро разнести сплетни по деревне. Поэтому 9 июня женщины старались не болтать друг с другом, особенно возле колодца. Даже существовала интересная народная примета: Федора стоит за углом, хочет узнать о худом. Это означало, что любые разговоры о проблемах могли быстро распространиться и, что еще хуже, принести беду. Выяснять отношения в Федорин день тоже было запрещено, так как это могло привести к длительным ссорам и разногласиям. Люди верили, что ссоры, начатые в этот день, могут затянуться на долгие годы и разрушить отношения между близкими людьми. Люди, связанные с торговлей, 9 июня для своего домового ставили за печку горшочек каши и бросали туда несколько монеток. Считалось, что это принесет в дальнейшем прибыль. Домовой дух, охраняющий дом и приносящий удачу его обитателям, должен был быть довольным и сытым, чтобы помогать хозяевам дома в их делах. В этот день особое внимание уделялось галданию на псалтыри, наблюдению за погодными явлениями и толкованию снов. В Федорин день было принято гадать на псалтыри, используя ключ от висящего замка. Этот ритуал выполнялся следующим образом. Нужно было взять ключ от висящего замка, далее крестить им псалтырь и проговаривать следующие слова: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Как эту святую книгу читали и будут читать, этим ключом открывали и будут открывать. Так пусть мне эта святая книга даст дельный совет и поможет на мой вопрос найти ответ. Далее нужно было открыть псалтырь наугад и на какой странице пошлет Господь. Далее положить ключ на страницу и прочитать строки, которые оказались под ключом, верхнюю, среднюю и последнюю на странице. Эти строки считаются и будут ответом на ваш вопрос. Этот способ гадания именно 9 июня считался надежным источником мудрости и совета, особенно в сложных жизненных ситуациях. Федорин день богат и на народные приметы, особенно связанные с погодой. Если в этот день было солнечно, а дятел стучал клювом, это предвещало дождь. Если на восходе солнца чувствовалась духота, это было знаком приближающегося ненастья. Ну а если был слышен шум леса в безветренную погоду, скоро будет дождь. Долго не высыхающая роса предвещала грозы. Вот такие вот народные приметы помогали крестьянам предсказывать погоду и планировать свои дела. Сны, увиденные в ночь на 9 июня, считались пророческими. Однако, чтобы сновидения сбылись, их нельзя было рассказывать никому, даже близким и родным. Считалось, что через 2 недели такие сны могут воплотиться уже в реальность. В этот день свои именины отмечают Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр и Ферапонт. Люди, рожденные под этими именами, отличаются не только внешней красотой, но и крепким стержнем, умением постоять за себя и извлечь выгоду из трудолюбия. Они умеют дружить, но их вспыльчивость может стать причиной ссор. Одной из главных традиций Федорина дня было задабривание домового духа, который, согласно народным приметам и верованиям, следит за порядком и благополучием в доме. Для этого в угол ставили горшочек каши или бросали несколько монет, надеясь, что это принесет прибыль и восстановит утраченную гармонию в семье. Считалось, что задобренный домовой будет способствовать, наоборот, увеличению дохода и улучшению общего настроения в доме.
Федорин день– это время, когда старались примирить ссорящихся людей. Считалось, что брызгание водой на конфликтующих поможет им успокоиться и помириться. Этот обряд символизировал очищение и обновление отношений, а также способствовал восстановлению мира и взаимопонимания. В этот день рекомендовалось говорить друг с другом только по делу. Пустые разговоры и сплетни считались нежелательными, так как они могли привлечь негативную энергию и вызвать ссоры. Вместо этого следовало сосредоточиться на важных и конструктивных обсуждениях, которые могли принести пользу и улучшить атмосферу в доме. Особое внимание уделялось и уходу за детьми. Считалось, что родители не должны допивать напиток, оставшийся после ребенка, иначе малыш станет безвольным и уязвимым для негативной энергетики. Такой подход обеспечивал защиту ребенка и способствовал его здоровому развитию. Федорин день также был благоприятным временем для проведения обряда на достаток в доме. Для этого в скрытном месте ставили любую посудину, это могла быть чашка или тарелка, и бросали в нее немного медных денег. Этот ритуал символизировал привлечение богатства и стабильности в дом, а также укрепление финансового положения семьи. В этот день люди стремились не только к физическому труду, но и к духовному очищению, находя поддержку и утешение в молитвах к святой Феодоре. Одним из главных ритуалов Федорина дня было посещение церкви. Люди собирались на утреннюю службу, чтобы помолиться святой Феодоре, прося ее о поддержке в семейных делах. Святая Феодора почиталась как заступница семей и помощница в трудных жизненных ситуациях. Молитвы к ней помогали наладить семейные отношения, обрести мир и гармонию в доме. В церкви также заказывали молебны о здравии и благополучии близких. После утренней службы мужчины и женщины расходились по своим делам. Мужчины обычно отправлялись в поле, где занимались посевами и обработкой земли. В это время женщины оставались дома, занимаясь хозяйственными делами. Они работали в огородах, готовили еду и занимались домом. Трудовая активность в этот день символизировала продолжение жизни и благополучие семьи. Особое внимание в день Федоры уделялось вечерним семейным ужинам. Вечером семьи собирались за общим столом, где угощались блюдами, приготовленными из того, что удалось сохранить до лета. Частыми блюдами на столе были пироги с картошкой, квашеной капустой и первой зеленью, которая к этому времени успевала пробиться сквозь землю. Эти блюда символизировали богатство земли и плодородие, которое приносило благополучие в дом. Пироги в этот день имели особое значение. Их готовили с разными начинками, но особенно популярными были пироги с картошкой, с квашеной капустой и зеленью. Эти пироги символизировали достаток и благополучие. Хозяйки тщательно готовили тесто и начинки, вкладывая в процесс всю свою любовь и заботу. Считалось, что такие пироги принесут счастье и благополучие в дом. Не забывали в этот день и о домовых. По домовому, который по народным поверьям следил за порядком и благополучием в доме, ставили в угол горшочек каши или бросали несколько монет. Это делалось для того, чтобы задобрить домового и попросить его о помощи в семейных делах. Считалось, что домовой, получивший угощение, будет охранять дом и способствовать благополучию семьи. Федорин день, отмечаемый 9 июня, это время, когда наши предки следовали строгим запретам и приметам, чтобы не навлечь на себя беду и сохранить благополучие в доме. В этот день существовали особые традиции и поверья, которые касались различных аспектов жизни. Одним из главных запретов на Федорин день было запрещено делать уборку в доме, особенно подметать пол. Согласно древним поверьям, под веником мог прятаться домовой, дух, который защищал дом и его обитателей. Считалось, что если подметать в этот день, то вместе с мусором можно вымести и домового. Без своего маленького хозяина дом оставался беззащитным перед нечистыми силами и злыми личностями, что могло привести к ссорам, скандалам и различным бедам.
В этот день нельзя было вести пустые разговоры и болтать понапрасну. Праздные разговоры могли привести к разладам и ссорам в доме. Ну а чтобы не наговорить ничего лишнего, наши предки даже ходили с завязанными ртами. Считалось, что лишние слова в этот день могут навлечь неприятности и раздоры. Федорин день также был временем, когда запрещалось ссориться. Даже мелкие конфликты могли перерасти в серьезные скандалы. Если ссора все-таки начиналась, на ругающихся нужно было брызнуть водой. Это считалось эффективным способом утихомирить спор и вернуть мир в дом. В этот день нельзя было стирать детские вещи и вывешивать их на улицу. Считалось, что в вещах могут спрятаться темные силы, которые потом будут мешать ребенку спать. Малыш мог всю ночь капризничать и не находить себе места. К обессиленному ребенку могли присоединиться различные болезни и недуги. Федорин день также не подходил для изготовления оберегов и талисманов. Считалось, что сделанные в этот день обереги не только не защитят от бед, но и наоборот привлекут в жизнь большие неприятности и серьезные болезни. Под удар мог попасть и изготовитель талисмана. Нечистые силы могли напасть на него и принести множество проблем. Родителям в этот день запрещалось допивать напитки после ребенка. Считалось, что это может сделать малыша безвольным и уязвимым для негативной энергетики. Также не рекомендовалось пользоваться одной посудой с детьми, чтобы не передать им свою негативную энергетику и не лишить их характера и силы воли. Вот такой, друзья, у нас с вами день 9 июня по народным приметам, традициям и обрядам. Прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас много полезной, важной, нужной, интересной информации. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.